Вы тоже заметили, что, читая новостные сайты, все чаще начал встречаться такой термин, как рецессия. Одни пугают тем, что она ударит по всем рынкам и обвалит крипту, другие говорят, это отличный стимул для экономического роста, а остальным, как всегда, приходится делать выбор между белой и черной стороной. К сожалению, наш мир, а конкретно экономика, устроена таким образом, что не всегда будет время, когда вы сможете наблюдать только рост. И грести деньги лопатой, покупая крипту дешевле и продавая дороже. Ведь рано или поздно наступает падение. А самое главное то, что оно неизбежно. Вот как раз таки сейчас и пришло то время, когда экономика ведущей мировой страны США находится на пороге к затяжной рецессии. В данном случае вы не думайте, что вас это никак не касается и пару биткоинов на вашем криптокошельке будут в безопасности. Ведь во время любого кризиса, а также рецессии, первыми начинают страдать рисковые активы. А самым ярким представителем является, конечно же, крипта. Так что сегодня в ролике вы узнаете, какие могут быть последствия рецессии, что будет с рынком криптовалюты в будущем, как долго будет длиться весь этот хаос, а также как оставаться в плюсе даже на падающем рынке. Всем привет, меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. Перед просмотром ставь лайк и подписывайся на канал, а мы начинаем. Как вы уже поняли, в этом видео мы обсудим такую вещь, как рецессия, ведь в ближайшие недели вы будете очень часто слышать это слово. В прошлом ролике мы говорили, что 28 числа был опубликован отчет по ВВП США, который, к сожалению, мало кого порадовал. Второй, как и первый квартал 2022 года, оказался убыточным и показал минус 0,9%. Вы, наверное, подумаете, так это даже не 1%. Чего тут бояться? Но бояться есть что. Ведь два убыточных кварталов по ВВП подряд ведут к так называемой технической рецессии. Тут хотя бы понять, что такое обычная рецессия, не так ли? Не волнуйтесь, объясню. Есть такое понятие, как экономика. Для кого-то сложное, непонятное, но тем не менее она есть. Так же, как и цена биткоина, экономика имеет свойство расти и падать. Такие вещи происходят с ней по кругу. И выглядят они вот так. Когда в любой стране все хорошо, ВВП растет, страна развивается, то будет подъем. А вот когда падает ВВП, растет инфляция и цена вашей любимой шоколадки, значит экономика страны плавно начинает входить в цикл рецессии. И на протяжении всей жизни нам приходится кататься на этих американских горках. То есть, проще говоря, рецессия — это спад экономической активности. Что происходит в это время? Да ничего хорошего. Доходы населения падают, цены в магазинах растут, компании массово банкротятся, в придачу к этому увеличивается безработица, растет социальное напряжение и кучу других проблем, после которых ваш кошелек становится все меньше и меньше. Также нетрудно догадаться, что если населению приходится максимально экономить, то про инвестиции, уж тем более в крипту, думать особо никто не будет. Ведь биткоин — это, конечно, хорошо, но, к сожалению, на хлеб не намажешь. Последним недавним периодом, когда США удалось войти в рецессию, был коронакризис. Тогда ВВП тоже падал 2 квартала подряд. Но назвать это полноценной рецессией нельзя, ведь экономика довольно быстро успела набрать оборотов и восстановиться. А теперь немного разочарую тех, кто думает, что крипта никак не реагирует на рецессию. В этом мне поможет, конечно же, график. Во время короны биткоин летел вниз со своего максимума в 10 тысяч и доходил ниже 4000 долларов. Также было и в начале весны, когда биткоин в зеркальном отражении копировал фондовый рынок. И как же не вспомнить 10 июля, когда перед падением мы выпустили видео, что биткоин 100% будет падать из-за повышения процентной ставки. Ну и само собой прошлый ролик, где говорили о коррекции, которая, как мы видим, постепенно проявляется. А все эти падения напрямую связаны с экономическими проблемами и снижениями на фондовом рынке США. На самом деле еще осталось очень много оптимистов, которые верят в то, что рецессии в США нет и ею даже не пахнет. Но есть несколько базовых индикаторов, кроме ВВП, которые говорят обратное. Самым главным является, конечно же, снижение дохода обычного населения. Личные доходы граждан в этом году были неоднозначными из-за инфляции, но в июне упали на 0,3% после двухмесячных подъемов и выросли всего лишь 3 из 6 месяцев в этом году. Проще говоря, это значит, что доход снижается и люди будут однозначно тратить меньше. А если население страны начинает тратить меньше, запускается цепная реакция, в которой предприятия начинают меньше производить продукции, поставщики меньше привозить сырья и так далее. Из этого вытекает следующий показатель, который также упал, а именно реальное производство и торговые продажи. В этом году производство столкнулось с трудностями в цепочке поставок и меньшим количеством заказов. Ведь, как я только что говорил, потребительские расходы снизились, а инфляция сделала экспорт более дорогим. А если идет сокращение производства,
производства начинают массово сокращать рабочие места, из-за чего растет безработица. Последние показатели безработицы были высокие, тем самым показывая, что она растет. Следующий отчет будет опубликован завтра. Прогнозируют, что он останется на прежнем уровне, но многие думают иначе. А как будет на самом деле и можно ли на этом событии заработать, мы поделимся с вами в нашем телеграм-канале Coin22. Там специально для вас мы отбираем самые актуальные и свежие новости, благодаря которым вы можете получать прибыль. Мы не всегда успеваем делать полноценные ролики на YouTube, а в Telegram мы каждый день публикуем различную полезную информацию и делимся интересными идеями по заработку на крипте. Так что обязательно переходи по ссылке в описании, подписывайся и зарабатывай вместе с Coin22. Самое смешное то, что насколько сильная рецессия пытается высчитать с помощью довольно необычных индикаторов. Один из таких является индекс шампанского. Поскольку его часто используют для различных веселых мероприятий, то во время кризиса количество употребления игристого снижается. Во время пандемии количество купленных бутылок снизилось практически на 5 миллионов. Предполагаю, что в этом году показатель тоже упадет, ведь праздновать будут только шортисты, которые вовремя открывали свои позиции, а их на самом деле не очень много. Как войти в рецессию и что будет происходить, более-менее понятно. Ну а что приходится делать стране, когда ее экономика катится коту под хвост? Поскольку экономика это как американские горки, то значит после любого спуска должен наступать подъем. В реальности оно так и есть. Но для того, чтобы набрать оборотов для подъема, нужно делать какие-то манипуляции. Ведь если оставить все на самотек, то за пару лет можно легко стать какой-то страной из четвертого мира. И есть несколько базовых вещей, которые использовали еще в 80-х для выхода из рецессии. Если страна действительно войдет в рецессию, как предсказывают многие аналитики, то рецессия будет следовать противоречивой денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы для снижения растущей инфляции. Имеется в виду, что ФРС придется понижать процентную ставку для стимулирования кредитов малому и крупному бизнесу. Если что, более подробно о процентной ставке мы говорили вот здесь. В 80-е экономисты и политики считали, что инфляция и безработица имеют обратную зависимость. Когда одна растет, другая падает. Когда безработица становилась слишком высокой, ФРС снижала процентные ставки, чтобы ослабить денежную массу и сократить безработицу. Когда происходило обратное и инфляция становилась слишком высокой, ФРС поднимала процентные ставки, чтобы подавить инфляцию за счет рабочих мест. Что-то подобное мы сможем наблюдать в будущем. Следовательно, если кредит будет брать выгодно, то открыть свой бизнес будет куда дешевле. Новый бизнес будет стимулировать рост рабочих мест, а для того, чтобы этот бизнес работал еще лучше, государство будет снижать плату за налоги. Также дополнительно к этому будут осуществлять льготы на недвижимость, чтобы тем самым любая ипотека была дешевле и привлекательнее для обычных людей. То есть во время рецессии самым главным является стимулирование производства и бизнеса, и конечно же экспорт продукции по всему миру. Вы можете подумать, так если будет такое жесткое стимулирование экономики, значит в ближайшее время должен быть рост, правильно? Ну, не совсем. Во-первых, все эти вещи не будут делать сразу, поскольку это приведет еще к большему усугублению ситуации. А во-вторых, стимулирование экономики будут проводить точечно и постепенно. И как показывает практика, страна может находиться в рецессии более года. И конечно, если бы простое стимулирование бизнеса подняло экономику, вопрос о рецессии никто бы даже не трогал. Так что не думайте, что открыв сделку на шорт, вы за час станете миллионером. Открытые сделки можно спокойно держать месяц, а то и более. И мы сами это практикуем уже не один год. В любом случае, мы не сможем увидеть, как все изменится за один день. И экономические проблемы будут преследовать нас еще очень долго. Так что расслабляться и забывать про кризис не стоит. Но как ни крути, это рано или поздно закончится. Ведь не забываем, что экономика это круг, в котором циклы имеют свойство заканчиваться. А как же в это нелегкое время будет чувствовать себя наша любимая криптовалюта? Ведь, как я говорил, инвестирование в рисковые активы не самый лучший вариант во время рецессии. Конечно же, правила на крипторынке будет диктовать только биткоин. Ведь это самый лучший индикатор, с помощью которого можно понять будущее настроение всей криптовалюты. На самом деле, с уверенностью сказать, какое будет поведение рынка во время рецессии, очень тяжело. Но фактор безработицы, инфляции и снижения ВВП положительных показателей дать не сможет. Конечно, не исключаются плюсовые отскоки, но полноценный долгий бычий тренд вряд ли. Если инфляцией и ВВП будет заниматься непосредственно государство, то судьба крипты, к сожалению, остается в руках розничных инвесторов. И по факту только от нас с вами будет зависеть будущая цена биткоина. На сегодняшний день настрой на инвестирование есть, только пропадет он в тот момент, когда все больше людей начнут сталкиваться с просроченными платежками по кредитам и еще более высокими ценами на продукты в супермаркетах. Тут-то и придут на помощь битки, которые можно будет продать, получив за них фиатную валюту. Ведь если фондовый рынок по большей части держится на крупных инвесторах, фондах и холдинговых компаниях, влияние розничных инвесторов, в отличие от крипты, будет незначительное. Также дополнительно на цену битка давит его самое слабое место. Это майнинг, который переживает не самые лучшие времена. Если раньше добычей монеты в домашних условиях мог заниматься каждый,
каждый, то сейчас все изменилось не в лучшую сторону. После того, как цена битка упала ниже 36 тысяч, многие просто-напросто вытащили шнур из розетки и поотключали свои фермы, которым приходилось больше тратить, чем они приносили. Об этом печальном опыте говорят многие, а если майнеры выходят с рынка, то они продают свои монеты, тем самым снижая курс токена. После снижения прибыли от майнинга упали цены и на асики. Теперь многие думают зайти в эту игру, но вариант не самый лучший, так как по отчетам банка JP Morgan, добыть один биткоин будет стоить около 13 тысяч долларов, что в 2 раза меньше, чем в начале этого лета. А при дальнейшем снижении майнить в ноль или в убыток никто не будет, тем более при низкой доходности окупаемость будет куда дольше. Поэтому сейчас на рынке остаются только крупные игроки. И самый задаваемый вопрос при рецессии: подходящее ли это время для инвестиций в криптовалюту? И да, и нет. Давайте объясню, что я имею в виду. Поскольку все рынки будут заметно снижаться, то закупиться криптой по дешевке можно, но только если вы будете готовы переждать будущие просадки и довольно долгое восстановление. Если у вас в планах купить какую-нибудь монету и держать ее хотя бы ближайшие полгода, вариант в принципе неплохой, и свои плоды он сможет дать. Ведь за это время, вероятнее всего, экономика восстановится и будет куда стабильнее, чем сейчас. Вариант зарабатывать на кратковременных отскоках также никто не отменял, особенно на коррекции цены вниз. Но сами понимаете, что заниматься такими манипуляциями и открывать сделку на короткий срок очень рискованно. Уж тем более сейчас, когда обстановка на рынке так и прет сомнениями и неуверенностью. Поэтому от мнения из прошлого видео мы не отказываемся и продолжаем наблюдать за происходящим, выжидая подходящий момент для открытия сделок. А для того, чтобы просто так не терять время, лучшим вариантом будет перевести фиат в стейблкоины, например в USDT, и отправить его на депозит под 10%, тем самым получая пассивный доход за наши ожидания. Если что, видео про депозит находится перед вами. А при необходимости купить какую-нибудь монету, депозит можно легко закрыть и делать с деньгами все что угодно. Если что, своими сделками мы как всегда будем делиться в нашем телеграм-канале Coin22. Так что подписывайтесь, а также поддерживайте это видео лайком и колокольчиком, чтобы не пропускать следующие ролики. Прощаемся ненадолго, увидимся очень скоро. Пока.